очередной наш город с очень интересным названием Рымнику Вилче. Вот пришли посмотреть, так сказать, его первую достопримечательность. Зоопарк Градина Зоологика. Дешевле входа, чем в этот зоопарк, я в мире нигде не видел. Приблизительно 60 евроцентов. 3 леи. Очень порадовало то, что здесь животные не боятся посетителей. Какой красивый кролик. Медведь, привет. Ты тоже никого не боишься? О, какие когти. Показывается, какой он милот. Лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам. А вот только Илья подошел и сразу пришел к нему Иа. Это его тотемное животное. Нет, у меня бык тотемный. Здесь даже были горячо любимые мной обезьяны, что в принципе для города общей площадью приблизительно 1/4 Днепра это очень неплохо. На обход зоопарка мы потратили около часа, удовольствие получили, здесь даже был небольшой террариум. Тут же недалеко мы нашли очень необычной архитектуры церковь в стиле хай-тек. А это местная набережная с очень интересным решением в виде вот таких вот 3 водопадов. А поселились мы прямо на этой же набережной, вот этих вот красных домах. Кроме водопадов, набережная реально удивила крутыми граффити. Понимание комфорта румын мне очень нравится, потому что они могут позволить себе поставить вот такой офигенный холодильник за $1500 квартирантам. Вот, всегда хотел сделать что-то такое. О! В общем, мы приехали в город Кортя-де-Арджес. Вроде так это называется. И как бы его топовая достопримечательность. Комплекс монастырей. Вот это вот первый сзади меня. Вот такой вот парк. Сам город находится у подножья Карпат. Сам монастырь находится на территории парка. Вокруг елки. Все нормально. Он Вика куда-то торопится, бежит. Почему я на него приехал? Потому что у него нетипичная архитектура. И я ее назвал как скрученные башни. И вот здесь я узнал, что в Румынии общение с Богом платное. Тут платный вход. А из интересного внутри, как по мне, был только вот этот вот аутентичный радиатор с хитрым рисунком. В этом же храмовом комплексе есть вот такой вот представитель нео-румынской архитектуры. Далее мы ехали смотреть плотину Видрару. Видрару находится в горах Фегереш. А ехать к плотине нужно по самой известной, наверное, в Европе дороге Трансфегереш. И если внизу снега не было уже месяц, то тут он еще прекрасно сохранился. Вот такой вот вид открывается наверху перед входом на плотину. Здесь даже есть место для того, чтобы оставить машину. И в Румынии, в этом регионе, туннели выглядят вот так. То есть они не облагорожены, не оштукатурены изнутри, а вот так вот прямо как долбили в скале, так и есть. А вот и плотина, и высота у нее 166 метров. С другой же стороны имеем красивейшее голубое искусственное горное озеро Видрару. И весь этот громадный объем воды держит эта маленькая плотина. Между прочим, если с этого места посмотреть на противоположную сторону плотины, мы увидим много людей с автоматами. А связано это с тем, что в стенах ущельях расположено много взрывчатки, которую взорвут, если вдруг плотина прорвется. Ущелье завалит камнями и остановит воду. А вот здесь мы видим кораблики, на которых катаются румыны по озеру. Хотя ловить рыбу и купаться в нем запрещено. Катаясь вдоль озера, мы нашли вот такой вот замерзший небольшой водопад. А потом увидели эту табличку и решили остановиться. Тут мы сошли с основной трассы, так сказать, в лесок. Здесь долина животных, как было на вывеске. Вот так вот. Здесь все красиво. Вику не покидает надежда увидеть Урсуса. Так как медведей мы тогда не нашли, решили проехаться еще несколько километров вдоль озера. Но проехали по факту мы 10,5 километров до конца этого озера, потому что красота везде вот такая вот неимоверная. И кстати, в этом месте где-то на глубине 150 метров погребена румынская деревня.
Будучи здесь, конечно же, мы захотели проехаться по Трансфагерешу. Кто не знает, дорога-то открыта всего лишь с июля по октябрь. Вот даже есть сайт, на котором отслеживается статус дороги. Но мы все равно решили поехать посмотреть, как это выглядит перекрытая дорога. И вот как это выглядит. Куча детей, куча румын, куча машин, куча снега, хотя внизу его опять же месяц не было, и скорая помощь поперек дороги. Вот румыны развлекаются, на пленке ездят. Продуманные дети на санках. Мы просто любуемся горами. А любоваться здесь таки есть чем. Все-таки это самая живописная дорога в Европе. Это зеленая зона здесь вокруг отеля, румыны здесь отдыхают. А когда я увидел вот эти вот снежные шапки, я сразу понял, почему дорога закрыта до июня, потому что снег здесь лежит чуть ли не круглый год. В тот день мы смогли проехать из 155 километров дороги всего 47 километров. И скорая помощь, которая переграждала дорогу, переграждала не нам, а в тот момент тут проходили соревнования по бегу. Около часа мы погуляли и после этого вернулись обратно в Рымнику Вилча. Третий день пребывания в Рымнику Вилча начался у нас с вот такого великолепного вида. И называется это вот Паркул Национал Козья. Данное место расположено в 20 километрах от Рымнику Вилча. И честно вам скажу, пока мы по нему ехали, у меня аж мурашки по ногам бегали. По сравнению с этой красотой не взлетал даже браш. По прибытии в национальный парк Козий, первое, что мы решили сделать, это пойти поискать местный водопад. К нему проложен туристический маршрут, как пишут в интернете, порядка 2,5 километров в одну сторону. Вход в парк стоил 5 лей. Вот сразу на входе мини-каскадный водопадик, горная река и значок, что здесь обитают бобры. Ну и вот погрызанные ветки лежат бобрами и кусок бобровой плотины. Обычно я всегда пью в горных речках, не знаю зачем, но в Румынии еще не пил. О, вкусно? Вкусно. И холодно. Вот здесь места для чила. То есть летом здесь отдыхают. А вот здесь прям таки неожиданность для меня. Здесь водятся, мало того, что скорпионы, еще и они карпатские. Вот такие тут скалы высокие. Да. Я могу даже подняться и попробовать куда-то. Весь Козья парк — это сеть туристических маршрутов, разных по сложности, разных по протяженности. Мы, естественно, взяли самый легкий для начинающих, с нормальной укатанной широкой дорогой. А это и есть логическое завершение этого туристического маршрута. На видео, скорее всего, покажется, что он весьма маленький, но нет, камера все уменьшает, и для наглядности вот фотография в сравнении с Викторией. Дорога на водопад и обратно заняла у нас около 2 часов. Далее мы поехали смотреть монастырь. И вот тут прямо среди румынских Карпат нашелся вот такой вот монастырь. В таком, как я его называю, нео-румынском стиле. Вот такой вот фонтанчик, и в нем плавают леи бумажные. Территория комплекса и сам монастырь, конечно, симпатичные, но в них нет ничего исторического, это все свежие постройки. Из интересного только вот эти вот пещеры, в которых жили первые служители будущего монастыря. Так как за вход денег здесь не просили, в принципе можно и погулять. Монастырь, кстати, называется Турну, ну или Турну. В Рымнику Вилча нам очень понравилось, мы прожили там 5 дней. И далее последовали глубже в Карпат. Прямо на трассе увидели большой, так сказать, бигборд, на котором нарисован водопад, указатель 850 метров. Ну, решили, надо заехать. В каком мы там селе находимся, я без понятия. Но, преодолевши 850 метров, мы дошли только до официального входа. Куда нас приведет туристический маршрут, не знаю. Во всех парках, как и в этом, из которых были, туристические маршруты сделаны по-грамотному. То есть на Google картах они есть. Плюс промаркированы скалы и деревья, чтобы было видно, что мы идем правильно. Вот, например, марки стоят вот такие
Ну и сделано, вот, мостики для переходов. Все очень цивилизованно. Ну, даже если мы не найдем водопада, хотя бы полюбуемся. Горы тут классные. Вот такие вот тут жирные сосульки. Камера все уменьшает. На самом деле длина этих сосулек больше метра. Издержки зимнего туриста. Это как бы маршрут, по которому надо идти. Но, как видите, это сплошной кусок льда. Поэтому ползем по пересеченной местности. Ну, в общем, дорога, да, такая, не самая легкая. Но мы идем. Навигатор пишет, осталось 600 метров. Ну вот, мы идем. Мама наша уже распочинилась, упала. Да, в бок ударила. Ну ничего, все равно буду идти. Вот демонстрирую первая точка от туристического маршрута. И в этом месте итог нашего получасового восхождения. Для понимания масштабности обратите внимание на размер елок рядом с водопадом. Его высота 80 метров, самый высокий водопад Румынии, и называется он Споруш. Далее наша дорога шла через великолепный перевал с очень красивыми видами и вот такими вот замерзшими водопадами. Сегодня 16 марта. Мы приехали в городок со смешным названием Петрила. Очень весело. Тут вот вчера ехали, было плюс 12, солнце. А сегодня... О! Зима зимой. Снег идет почти целый день. Весь городок очень интересный тем, что все дома здесь одинакового цвета. Красный или коричневый, или может быть терракот какой-нибудь. Не знаю. Но это интересно. Если опустить всю эту терракотовую застройку, то в 5 минутах ходьбы от центра мы видим полноценный горный массив. Вот тут вот, прямо так сказать, на круговом движении, на кольце, в смысле на перекрестке, вот такая вот скульптура, живопись. Не, ну не знаю, как это даже назвать. Такой арт. Не знаю, кто это, но смотрится очень стильно. Сам городок очень узкий. Буквально по 2 ряда домов идет с каждой стороны. И за ними идет частный сектор. Поэтому выйди за вторую линию, и уже ощущение, как вроде ты где-нибудь в Яремче. Дровяное отопление, запах, сосны стоят. Ну, в общем, хорошо здесь. А вот этот вид и открывается как раз, если выйти за 2 ряда домов. В общем, в этом городе Петрила очень, короче, развито, в общем, булочное, так сказать, производство. Мы видели очень много мест, где делают что-то мучное, и зашли вот в пекарню. Хлеб. Вот такой вот хлеб, подовый, мягусенький. Купили там. Потом вот такие вот, это не называется сэндвичи, их называют. Типа пицца. То есть сосиска куриная с сыром и с булочкой. Это второй такой же сэндвич. Это вот такой вариант местной ватрушки. Сыр с булочкой. Ну и мама наша взяла пирог с чем-то, то, что назвали дольче брынза. Я думаю, это сладкий сыр. С ванилью. Вот так вот. И причем это все как бы недорого. На следующее утро мы поехали рассматривать румынские Карпаты. Сегодня мы приехали в место, которое тоже является некоторым, так сказать, эксклюзивом Румынии, потому что в других местах в подобных я не был. Это экскурсия в пещеру. Значит, вход стоит 10 лей. Это как бы недорого. Ну, в общем, вот так вот жирненько это выглядит, честно скажу, очень жирненько. Вика даже вот как-то побаивается. Ты побаивайся? Не знаю. Выглядит это в высшей степени необычно. Вот прям в высшей степени. Пещера имеет название Боли. Прогулка по ней заняла у нас где-то порядка 40-45 минут. Все здесь организовано для удобства туристов. Вот тут по мосту надо идти
Опять же, в позе животного, которое иногда на горе свистит. Вот такой вот ландшафтик. В хитрых закоулках пещеры Виктория идет с фонариком. Вот такие вот причудливые узоры. И очень удобно то, что... Да, здесь свет расположен очень правильно. Очень удобно фотографировать и снимать. В этой части пещеры румыны, вот видно, стараются облагородить и продолжить, наверное, саму экспозицию. Мы прибыли к очередному месту, которое обещало нам интересный пейзажик посмотреть. Значит, но тут был как бы закрыт шлагбаум. Ну как шлагбаум? Кусок дерева. Но мы через него переступили и пошли дальше. То есть, судя по тому, что мы видим, следов нету. Видать, тут давно никто не ходил. Вот будка, где с нас, скорее всего, в другое время взяли бы немножко денег. Ну, сейчас будем смотреть, дойдем мы туда, не дойдем. Так, а вот то, что нам говорят. Ни слова по-английски, но мы можем включить румынский паркул натурал. Градешта мунисекули ксиоколовина. И то, что понимают все, вход 1 евро с персоны. Ну, а вот что показывают в этом муниципуле парку натурала, или как он там. Вот такой вот весьма необычный ландшафт. Ну, в общем, история какая. Я понял, почему это дело закрыто. С учетом снега, льда и всего остального, дойти туда проблемно. Потому что вот, это страховочные трасса. И это дорога, за которой надо держаться и идти. Но мы, конечно, все равно попробуем. Но не мог же я просто приехать сюда и даже не попробовать пройти. В общем, вопреки всему, мы с Викой все равно преодолели первый участок. И вот демонстрирую, что нам открылось. Я имел намерение двинуть дальше. Но... Ну, а дальше? В общем, миссия провалена. По причине холодной воды и нехотения туда наступать. Но куда не долезу я, долезет дрон. Так вот, называется это Чейли Беницей. И вот эта вот вся причудливая форма сделана природой, а не рукой человека. Выглядит это красиво, необычно, а летом, наверное, даже прикольно побегать босиком по вот этому вот ручью. Ну и поблагодарим наш дрон. Сегодня Румыния нас удивила в очередной раз. Сейчас мы возвращаемся домой в Петрилу, чтобы завтра поехать в новое место.